You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. Cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. У нас утро субботы, я уже успела прибраться в квартире. Кстати, смотрите, моя картина из Лос-Анджелеса, она отлично вписалась в коридор. Я ее хотела продать, но в итоге мы ее запихнули в нашу машину и привезли сюда. Я сегодня прибиралась и выбросила венок из живой елки, потому что уже пора, он весь осыпался в любом случае. И планирую доубирать весь новогодний декор, потому что как-то уже он мешается мне, потому что, кстати, если я буду снимать рум-тур по квартире, о котором меня просят периодически и мои друзья в том числе, то я хочу, чтобы это была абсолютно чистая квартира, без каких-то привязок к какому-либо празднику, что логично, потому что это будет актуально еще много лет. Хотела вам, кстати, показать свой домашний костюмчик. Вот так он выглядит. Если вы спросите, не холодно ли мне, то нет, потому что он вязаный. Купила я его в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе бывает очень холодно зимой, на самом деле. Он, как ни странно, согревает. Я думала, что мне придется его выбросить, когда я его привезла сюда. Точнее, распаковала свои коробки. Но, вы знаете, отлично. Особенно для уборки, когда не нужно, чтобы мешались там рукава и все такое. Вот, на пути к уборке, то это прям идеально. Друзья, всем привет от Реми The Мышь. Он говорит на двух языках, на английском и на французском. Смотрите, какой он классный, да? Я его привезла из Лос-Анджелеса, купила я его, хотела сказать, выиграла. Купила я его в Диснейленде в Калифорнии. Не могу с ним расстаться. Хотела вам показать, я вчера зашла в TJ Maxx, и в силу того, что я еду в Майами, я купила себе вот такой travel-набор, очень симпатичненький. В TJ Maxx все по супер скидкам, поэтому вот такой вот наборчик мне обошелся в $10. Очень здорово. А вот это просто находка, посмотрите. Это увлажняющий крем с SPF, tinted, то бишь он там с каким-то цветом. Стоит $15. На веб-сайте оригинальном, вот это Кула, он стоит $52. Смотрите, какие красивые краски. У нас каждый день разное небо, разное солнышко, и по-разному всегда это выглядит. И я вот не устаю удивляться вот этим красивым бликом и такой темно-синий цвет. У нас сегодня первый день, как идет снег. В январе обычно начинается снег в Нью-Йорке, в феврале самый холодный месяц, так что мы вышли посмотреть на снег. Мы на Уолл-стрит, и на самом деле мне нравится наш район. Да, я люблю констракшн, романтика вот этих вот вещей. Мне нравится. Что вы мне сделаете? Уличная еда, кстати, очень вкусная, если что. Какие-то стоки падают, какие-то растут. Мы с вами на Уолл-стрит, Волкс Уолл-стрит и Stock Exchange, и это все здесь. Здесь люди работают. Угадайте, где мы? Ни за что не угадаете. Конечно же, в Мареване. Я решила изменить своим привычным традициям с салатом и заказала бефстроганов. У Джейкоба, как обычно, блины и суп. Мы выдвигаемся в свое воскресное путешествие. Сегодня у нас Рождество, кстати. Вот мы решили прокатиться, дабы использовать свою машину по полной. План на сегодня — это сейчас мы поедем в Сохо. По идее, в Сохо в будни нельзя парковаться. Ну, вы знаете, Сохо — самый красивый район даунтауна, да вообще Манхэттена. Вот. И по выходным там можно парковаться, поэтому мы надеемся. У нас это первый раз сегодня.
Вот, в общем, мы изучаем город. Цель — найти парковку на будущее в Сохо, около Централ парка, ну и вообще в самых таких моих любимых местах. Представляете? Свободный паркинг везде. Итак, мы в Сохо. Ой, и Джейкоб говорит, что это самый легкий паркинг. Вот кто бы мог подумать. Потому что в будни здесь его, как правило, нет. Летом, в выходные, здесь куча народу что-то фотографирует. Поэтому я бы, честно говоря, никогда не подумала, что в Сохо будет самый легкий паркинг. В выходные дни, естественно. Это, кстати, навело меня, знаете, на какую мысль? То, что моя мечта — приехать в Сохо с чемоданом вещей и отфоткать все за один раз, возможно, если приехать на машине. Сохо. Сейчас мы прогуляемся, а потом мы поедем в Асторию, в одно очень классное место, в Квинс, где я когда-то работала, и там было очень прикольное кафе, недорогое, мексиканское, и там был очень вкусный суп. И я почему-то так по нему соскучилась, что я хочу попробовать. Том-ям, папайя салат и нюдлс. Yeah, I'm good. Vivian, green bread. Amy, chill. Nice to meet ya. Ребят, я решила показать вам знаменитого быка, потому что я еще ни разу вам его не показывала, и поскольку мы недалеко живем, я думаю, а как так? Почему до сих пор я вам его не показала? И вот я вам покажу очередь на него. Все хотят с ним сфотографироваться. Вот сзади вторая очередь. Еще одна очередь, чтобы сфоткаться сзади. Красивый какой. А у меня, кстати, с ним единственная фотка с 2013, кажется, или 2014 года. Я ее сюда вставлю. Hi guys, I've never been here. Вот такая ситуация в городе. Все елки давно выбросили. Еще, наверное, после Рождества. Maybe like that. Мы решили перекусить. Ну, не мы, Джейкоб. Взять себе один кусочек. Если вы знаете, в Нью-Йорке самая лучшая пицца. Мы пришли в новый для себя район, называется Сипорт. Он был под реновацией не так давно. Сейчас он выглядит очень красивенько. Отсюда открывается очень красивый вид на Манхэттен. Я здесь была, мне кажется, лет 6 назад, просто проездом. И ничего особенного тут не было. А сейчас здесь открыли столько всяких ресторанов, каких-то пространств. Вот руфтоп передо мной, музей в виде корабля. Вот, собственно, да. Вот, смотрите, какой вид. Мы нашли свой любимый кинотеатр. Точно такой же был в Лос-Анджелесе. Там откидные кресла, и можно заказать еду, тебе ее принесут. Слушайте, я влюбилась. Просто смотрите, какие красивые здания здесь. Это все тоже в даунтауне, но такой немножечко old-fashioned vibe. Я бы вот здесь вот сняла помещение и открыла салон. Это моя мечта, знаете.
заказала 5 роллов. И вот так вот молодой человек их готовит и сразу отдает. То есть вы получаете не все 5 роллов, а по одному. Сначала один, потом, когда вы доели, вот, вам дадут другой. Somehow I can deal with it. You could deal with it. Like no, not the second cheese. But I think if the person I had a history. Вот, смотрите, какая красотища. Доброе утро, ребята. Этот микрофон не подключен на самом деле, просто я его достала из шкафа. Ему, мне кажется, лет 5. Его никто никогда ни разу не использовал. И в силу того, что я на днях записывала видео, и у меня не сработал микрофон, он как-то очень шумел, и вообще какой-то ужас был. Я решила достать его, но потом я обнаружила, что у меня нет для него пульта. И вообще это какой-то очень сложный геймерский или стримерский микрофон. Я, наверное, его продам, и вместо этого я решила купить очень похожий микрофон, такой вот. Знаете, когда записываешь разговорное видео, он стоит на столе. Я не знаю, я ни разу таким не пользовалась. Обычно у меня были петличные. Вас не смущает вот такая штукенция перед человеком? Или лучше петличный? Просто у меня какой-то с микрофонами полный бич. Я покупала разные микрофоны. Я заказывала, мне кажется, микрофонов 15. Ни один меня не удовлетворил. Потому что петличные, они либо создавали какой-то звук, как из унитаза, либо они шумели, либо они вообще ломались, либо они об одежду как-то терлись. Микрофоны для камеры у меня не подключались, не работали. И даже вот этот такой классный Джейкоб его выбирал. Он, кстати, достаточно дорогой. Я не знаю, зачем мы его взяли, если он для геймеров, а мы не геймеры. Вот. Но даже он отказался работать, потому что мы куда-то дели его пульт управления и этот бокс, в который он подключается. В общем, мне просто не везет с микрофонами. Я не знаю, что такое. Я хочу нормальный звук. Я завтра улетаю в Майами, поэтому я вот уже выбрала вещи для упаковки. По какой-то причине они все белые, начиная причем от пижамы и заканчивая курткой. Но это неплохо. Белые вещи — это очень прикольно на самом деле. Такой баланс, знаете, будет одна цветовая гамма. Мой утренний кофеечек. У нас снег, дождь. Я иду делать все свои делишки перед отъездом. В первую очередь возвращать кое-что с Амазона. Вообще Амазон прекрасен. Ему можно вернуть все что угодно. Причем спустя месяц или два, мне кажется, после использования, после открытия, вы можете, если вам не понравилось, вернуть. А еще, кстати, я обнаружила, что все мои покупки, совершенные с Амазона за последний месяц, я могу вернуть в течение всего года. То есть я могу год пользоваться, например, лампой LED, которую я купила, и в декабре 2024 вернуть ее. Это вообще нормально? Потом я планирую зайти в один магазин, называется Glossier. Если вы помните, я в Лос-Анджелесе оттуда делала влог, и он есть также в Нью-Йорке, в Сохо, так что я планирую еще зайти туда. Ну, хоть немножко снежка выпало. Правда, сейчас это больше похоже на дождь. Такой мокрый снег. Эстетика. Теперь даже мусор со снегом. Совершенно никому не нужный факт, но у нас дома, в нашем здании, можно взять зонтик. Они всегда там стоят, их огромная целая корзина зонтов. И, в принципе, даже можно не иметь зонт. Просто ты этот зонт берешь, а потом возвращаешься и ставишь его обратно в корзину. Мелочь, а приятно. Я дошла до магазина наконец-то. Еле выжил этот шторм. Так, теперь мне нужно найти свой гель для бровей. Смотрите, как прикольно они сделали. Это как будто бы станция метро. Вообще огонь. В LA такого, кстати, нету. Жалко. Очень прикольно. Станция Нью-Йоркского метро. Я, кстати, давно присматриваюсь к этой сумочке. Думаю, нужна она мне или нет. Для путешествий. По-моему, кстати, прикольно. Довольно вместительно.
кстати, один из лучших ресторанов французских. Здесь в Сохо. Бальтазар. Но он очень дорогой, я ни разу еще не была. Я, знаете, так люблю Нью-Йорк. Когда у меня спрашивают, почему Нью-Йорк, за что ты его любишь, я даже теряюсь, потому что я не знаю, как передать людям атмосферу города, которые там даже не были. Например, кое-кто из семьи Джейкоба даже не был в Нью-Йорке. И они видели его, естественно, они знают, что это, но они не понимают, почему вот люди выбирают жить в этом городе. Иногда даже переплачивать за квартиру, жить в маленькой комнате вместо того, чтобы жить в гигантском доме в Техасе. Я не знаю, как объяснить людям, что вот я иду, и мне просто нравится все, что я вижу. Каждый раз. Я уже здесь жила 4,5 года. И я не устаю удивляться каждый день. И вот это, знаете, желание постоянно все фотографировать, у меня, кажется, только в Нью-Йорке. Вот больше нигде такого нет. Просто. То есть я иду, и мне просто нравится быть здесь. Мне все кажется красивым, постоянно. То есть больше у меня такого нигде нет. В Майами мне тоже очень нравится, мне все красиво, но по-другому. То есть как так получилось, что вообще такой город существует с его архитектурой. Не то, чтобы она какая-то сильно красивая, как там парижская, но она просто такая, как вот мне прям нравится. Я не знаю, как объяснить. Смотрите, ребят, известный чикагский бин теперь здесь. Только его миниатюрная форма. Какое эстетичное кафе. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has. Так, ну все. Вешалку я собрала. Она моя готовая стоит. Осталось придумать, куда поставить. Вешалка временно расположилась в проходе, и на ней возвышенно стоит пылесос. It's raining.